Добро пожаловать на наш свежий разбор. Сегодня мы погружаемся в абсолютно потрясающую тему. Опираясь исключительно на факты и недавно рассекреченные документы, мы шаг за шагом проследим бюрократическую эволюцию и масштабные публикации правительственных архивов о неопознанных феноменах. Сразу оговорюсь, эта история не о дешевой научной фантастике. Это реальный, задокументированный рассказ о том, как самая могущественная государственная машина в мире пытается систематизировать и понять абсолютно неизвестное. Давайте начнем с фундаментального вопроса, который, по сути, меняет все восприятие этой современной загадки. Почему Пентагон взял и официально отказался от всем знакомого термина НЛО? Ответ на это далеко не просто игра слов. Это ключ ко всему беспрецедентному процессу, который прямо сейчас разворачивается в коридорах власти. Итак, часть первая. От НЛО к НВФ. Разница в этих терминах просто колоссальная, и для понимания темы это критически важно. НЛО, то есть неопознанный летающий объект, это концепт, который за десятилетия безнадежно оброс тяжелым багажом. Это поп-культуры, дискредитированные теории заговора и те самые комичные летающие тарелки из кино. И вот на смену приходит НВЯ – неопознанное воздушное явление, или, как чаще говорят сегодня, неопознанное аномальное явление. Звучит сухо, официально, по-военному. И этот стратегический сдвиг в словаре сделало главное. Он наконец-то снял многолетнее клеймо сумасшедших с военных пилотов, сообщающих об инцидентах. Тема моментально переехала со страниц бульварных таблоидов прямо в плоскость серьезных оборонных исследований. Двигаемся дальше. Часть вторая. Эволюция правительственных ведомств. От ATI-ТИП до ARA. Если мы выстроим хронологию, то увидим поразительную картину того, как система эскалировала свой подход. В 2007 году без лишнего шума запускается программа IT-AIP. Затем, в 2017 году, появляется целевая группа по НВФ, UAPTF. Проходит немного времени, и в 2021 году она трансформируется в группу AOIMSG, а уже в 2022 году создается AARO. Это не просто смена табличек на дверях кабинетов. Мы видим непрерывную институциональную попытку каталогизировать неизвестное. С каждым новым шагом эти ведомства получали все больше реальных полномочий, больше финансирования и колоссальное внимание от Конгресса. И вот что в этой цепочке самое важное. Создание АРОА, управление по разрешению аномалий во всех средах, представляет собой гигантское расширение масштабов. Само название буквально кричит о том, что эти явления больше не считаются исключительно воздушными. Теперь ведомство Министерства обороны официально уполномочено искать аномалии в воздухе, на морях, в космическом пространстве и прямо на суше. Система признала, что объекты могут беспрепятственно перемещаться между совершенно разными средами. А теперь просто вдумайтесь в эту цифру – 143. В предварительном отчете американской разведки за 2021 год черным по белому написано, что правительство оказалось не в состоянии идентифицировать 143 из 144 объектов, зафиксированных военными системами. Только один объект из всего списка оказался банальным сдувшимся метеозондом. Остальные 143 – это гигантский пробел в данных. И именно этот дефицит понимания и стал главным практическим драйвером всей бюрократической машины, о которой мы говорим. Переходим к третьей части – показания информатора Дэвида Груша. На фоне всего этого бюрократического роста летом 2023 года происходит настоящий взрыв. Бывший офицер американской разведки Дэвид Груш выступает в Конгрессе под присягой с поистине историческими обвинениями. Суть его слов сводилась к 4 шокирующим пунктам. Правительство десятилетиями прячет секретную программу по поиску разбившихся аппаратов. Были обнаружены биологические останки нечеловеческого происхождения. Частные оборонные подрядчики прямо сейчас занимаются обратным инжинирингом этих технологий, а на информаторов ведутся жестокие гонения. Эти заявления просто в пух и прах разнесли официальный нарратив властей. Но тут нужно сделать важное уточнение, чтобы понимать, на чем строятся эти слова. Утверждение Груши о секретной программе базируется не на том, что он лично видел инопланетный корабль. Основой послужили десятки подробных интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, которые он проводил по долгу службы в целевой группе. И примечательно, что генеральный инспектор разведывательного сообщества изначально счел его жалобу заслуживающей доверия и срочной, по крайней мере, с процедурной и правовой точки зрения.
С другой стороны, ради строгой объективности давайте посмотрим на официальную реакцию. В марте 2024 года управление АРО выпускает первый том своего масштабного исторического отчета и категорично заявляет: нет абсолютно никаких эмпирических доказательств существования внеземных технологий или скрытых программ. По их версии, информаторы, скорее всего, искренне заблуждались, принимая секретные, но совершенно земные американские разработки за нечто инопланетное. Так что эти заявления остаются предметом ожесточенных, горячих споров. И это подводит нас к четвертой части. Закон NDDA и архивы PURC. Глубочайший конфликт между инсайдерами и Пентагоном привел к беспрецедентному компромиссу в законодательстве. Изначально в Сенате хотели рубить с плеча, предлагали ввести право принудительно изымать любые аномальные технологии у частных подрядчиков и создать независимую комиссию. Но итоговый текст закона о национальной обороне на 2024 год оказался мягче. Он поручил Национальному архиву собрать все записи централизованно, но оставил ведомствам серьезную лазейку — возможность отложить публикацию документов на 25 лет из соображений национальной безопасности. Тем не менее, процесс рассекречивания неожиданно набрал обороты. Президентская директива 2026 года запустила систему PURC. По сути, это гигантская межведомственная инициатива, объединившая десятки структур. Ее цель — регулярно и методично выкладывать в публичный доступ исторические документы по неразрешенным инцидентам. То, что скрупулезно собиралось в разных уголках военного аппарата, наконец-то начало видеть свет. Наконец, часть 5. Что же на самом деле скрывают эти долгожданные рассекреченные файлы? Давайте разберем два огромных релиза документов из мая 2026 года. Разнообразие информации просто поражает. В первом выпуске от 8 мая было более 160 файлов. Там и исторические стенограммы миссии «Аполлон», и закрытые отчеты пилотов дронов, и даже интригующие видео со светящимися сферами от правоохранителей. А второй релиз от 22 мая пошел еще дальше. Сотни файлов, десятки аудиозаписей и сложнейшие военные инфракрасные съемки целых формаций НФО над Ираном. Данные стекаются отовсюду, демонстрируя по-настоящему глобальный масштаб наблюдений. Но здесь кроется важнейший нюанс, о котором прямо говорит Министерство обороны. Документы в архиве PURC представляют собой строго неразрешенные дела. Это значит, что перед нами инциденты, для которых у правительства банально не хватило данных или качества сенсорной информации, чтобы поставить точку. Это яркий индикатор острой нехватки информации, а не абсолютное доказательство прибытия пришельцев. Научный консенсус и профильные скептики постоянно напоминают нам об одном факте. Без жестких стандартов доказательств многие эти размытые видео или свидетельские показания имеют совершенно скучные обыденные объяснения. Оптические артефакты, линз, сбои в работе матриц, аэростаты или обычный космический мусор — все это на экранах продвинутых камер-истребителей может выглядеть как чистая магия. Рациональный научный подход требует сначала исключить все известные нам переменные. Завершая наш разбор, давайте зададимся финальным вопросом. Доказывает ли рассекречивание тысяч этих неразрешенных файлов существование чего-то поистине аномального? Или же этот гигантский бюрократический архив просто отражает пределы наших собственных систем наблюдения? В любом случае, концептуальный переход от фантастического НЛО к серьезному НВФ заставил правительство относиться к неизвестному с максимальной тщательностью, и этот процесс только набирает обороты. Спасибо, что были с нами на этом разборе.